Привет, я Оля, посткроссер из Польши, и это мое 100-е видео. Поэтому в этом видео я хочу вам рассказать немного о моем канале, о его создании, ведении, развитии, о том, что я использую для съемок моих видео, ответить на ваши вопросы, которые вы мне задавали заранее, и еще кое-чем поделиться. А в первую очередь я хочу сказать большое спасибо вам, зрителям моего канала, потому что без зрителей канал существовать просто не может, и вы его главные герои. А создание канала было следствием того, что в 2021 году я открыла для себя посткроссинг. Случайно нашла в интернете. На тот момент я еще жила в Беларуси, и я начала искать видео на ютубчике, чтобы посмотреть, как люди отправляют открытки, украшают их, что они получают. Эта тема мне сразу стала интересна. Но на тот момент я еще не задумывалась о своем канале даже далеко. Я помню, из того времени я смотрела много каналов, но я запомнила больше всех Роберта из Канады, тот самый папаша, его многие знают, и Кэролайн из Франции. Она очень много лет занимается посткроссингом. У нее есть свой онлайн-магазин открыток и стикеров. И вот эти два канала я тогда зафиксировала в памяти, хотя, конечно, я смотрела их гораздо больше. Но потом я приостановила посткроссинг на пару лет. За это время я переехала в Польшу, и в конце 2023 года я снова погрузилась в посткроссинг с удвоенной силой. И тогда импульсивно совершенно мне пришла в голову мысль, что меня очень не хватает на ютубе. Первые видео были сложные в техническом плане и в идейном тоже. У меня не было хорошего света, я не понимала, на что снимать. Я пробовала снимать на свой телефон, я пробовала снимать на зеркальный фотоаппарат. Из света у меня была только лампа, которая светила очень желтым цветом, цветом. И у меня даже не было штатива, который был бы удобен мне для съемок. Первые видео были очень растянутые по времени. Мне казалось, я должна показать все, но сейчас, глядя на свои первые видео, я понимаю, что там было столько лишнего. И тогда, конечно, у меня еще не был выработан мой собственный стиль монтажа. Теперь я уже понимаю, что я хочу показать, чтобы не было слишком скучно. Как и в любом деле, все приходит с практикой. Я стала понимать, как мне самой нравится, я стала видеть реакцию зрителей, что вам тоже нравится. И я понимала, что качество видео недостаточное, но я была так сильно воодушевлена, что я продолжала снимать. И впоследствии, когда анализируешь свои первые видео, а я их пересматривала очень много раз, тогда ты уже можешь находить ошибки, видеть то, что может не нравиться зрителю. И когда ты смотришь именно как зритель на свои видео, это очень хорошо помогает распознать такие моменты и в дальнейшем их исключать. Со временем у меня появилась более удобная и яркая лампа для съемок, также удобный штатив для держания телефона. Я, наконец, поняла, на что мне нужно снимать. Как раз муж купил себе новый телефонный аппарат, а мне достался его старый, и несмотря на то, что он старый, модель 2017 года, Huawei Mate 10 Pro, у него очень хороший функционал по видео, есть режим профи, и меня он более чем устраивает, и я могу его рекомендовать тем, кто ищет, на что снимать. Это не реклама, это проверенный совет. А из-за моих экспериментов с голосом мне пришлось купить вот этот микрофон. И все это недорого стоит. То есть, если вы задумываетесь над тем, чтобы тоже начать снимать видео, я вас очень призываю к этому. Я всегда рада, когда появляются новые каналы. Это больше контента, больше развлечения. Начинайте с тем, что у вас есть. Потом, со временем, вы можете купить какие-то лампы, штативы, определиться с тем, на что вы будете снимать. Вы сами увидите, что вам нужно улучшать в своих видео. Я очень буду рада, если благодаря моему видео появятся новые каналы. Было бы просто супер. Я долго искала фон, на котором мне снимать. Я пробовала подкладывать разные большие декоративные бумаги разных цветов.
Но все-таки я остановилась на черном, так же, как и ногти я выбрала черного цвета, я всегда делаю черный маникюр уже последнее время, потому что черный – это нейтральный цвет, и он не сбивает, не уводит взгляд от основных моментов, которые я хочу показать в моих видео. А еще мне очень нравится, что черный цвет контрастирует с оборотом открытки, с белым оборотом открытки. Поэтому для себя я уже точно определила, что вот это мое. И недавно у меня появился коврик, на котором я снимаю. Это как обычный коврик для мыши, резиновый, большого размера, 40 на 80. Я заказала его на Тему и со своим логотипом. Кто смотрит, тот уже заметил эти изменения. И все, и мне теперь нравится снимать именно вот с таким фоном. Возможно, когда-то будут другие эксперименты, но пока так. Что касается монтажа, я монтирую в программе Corel Video Studio. Я к ней давно привыкла, можно было бы, конечно, что-то более новое найти, но привычка – дело такое. Конечно, это процесс долгий, кропотливый. Если я снимаю видео, планирую снимать видео, я выделяю на это целый день. Поэтому на данный момент уже 100 дней были проведены за съемкой и монтажом моих видео. Легче всего снимать видео с входящими открытками. Их просто показываешь и все. Ну, если с микрофоном, еще и рассказываешь, но это просто. Труднее всего снимать видео с исходящими открытками, потому что не так удобно заниматься таким творчеством под камерой, под определенным углом. И все свои видео я снимаю стоя, ну, за исключением того момента, когда я пишу на открытках. А в плане монтажа легче всего, наверное, монтируются видео с входящими открытками и конвертами. Но если я говорю голосом, а если я не говорю голосом, то там еще добавляется работа, чтобы добавить какие-то титры, чтобы объяснить, от кого пришла открытка, может быть, какая-то история с этим связана или какие-то обстоятельства. И сложнее всего все-таки монтировать видео с исходящими открытками. Может быть, даже не сложнее, но дольше, потому что при монтаже я режу все отснятые видео на более маленькие кусочки, их очень много, и все их надо скрепить переходами. Очень сложно найти музыку, которая не подпадала бы под авторские права на YouTube. И мне очень не нравилось, что у меня практически все видео имели авторские права. И в итоге я зарегистрировалась на сайте Epidemic Sounds, и теперь я оттуда беру музыку и не боюсь за авторские права, и за это я плачу 13 евро в месяц. В пересчете на открытки это около 5 открыток, но оно того стоит. Мне стало спокойнее. Но знаете, как бы сложно не было или долго, все равно, когда ты монтируешь, ты уже видишь цель, ты знаешь, к какому результату ты стремишься, и от этого легче. Главное не спешить. Чего я делать не умею. Мне всегда хочется скорее выпустить видео, но я стараюсь быть внимательной, хотя иногда и проскакивает что-то незамеченное мной. Обложки для видео я делаю в фотошопе. С фотошопом я дружу хорошо, поэтому мне это тоже не сложно. Если вы думаете о создании канала и съемках, этому всему очень легко научиться. Просто вам нужно желание и время. А если у вас появятся какие-то вопросы, связанные со съемкой, монтажом, вы можете всегда у меня спросить, что вас интересует, и я надеюсь, я смогу помочь, если я буду разбираться в этом вопросе. Но я еще раз призываю всех, давайте снимать видео, пусть этой радости будет больше на YouTube. Знаете, последнее время я заметила, что YouTube вставляет очень много рекламы, очень много. Мой канал не монетизирован. Если вы видите рекламу в моих роликах, это не я. У меня даже нет такой возможности еще, потому что по количеству подписчиков я не дошла до того уровня, когда вообще можно подавать заявку на монетизацию. Но даже если я дойду до того уровня и мне одобрят монетизацию, я бы не хотела вставлять в свои ролики рекламу, но, честно говоря, так как я люблю все новое, я бы чисто из любопытства хотела попробовать, как это работает. Буквально на очень короткое время, чтобы просто поставить галочку, что угу, я проверила, хорошо, я поняла, все работает. Но доставать рекламу из зрителей я не хочу.
Тем более, что с таким количеством просмотров, которые у меня, много денег на монетизации не заработаешь. Для этого нужны очень большие охваты, а в нашей узкоспециализированной нише, ну, таких охватов просто не может быть, чтобы за видеоролики получать зарплату. Хотя, может быть, было бы и неплохо. В Польше очень дорогие почтовые расходы в сравнении с доходами населения. И именно поэтому я не могу часто отправлять открытки. Тем более со временем ведения канала появилось у меня очень много друзей по переписке, а также от зрителей приходят сюрпризы, и я не могу оставить их неотвеченными. У меня копятся целые очереди, у меня есть список, куда я записываю, кому я должна ответить. Раньше я просто запоминала, либо сразу садилась и готовила ответ. Но это было 2 года назад. Теперь у меня очень много переписки. Иногда это энергетически очень трудно, потому что я не могу просто взять открытку, намахать текст и отправить. Каждая открытка, каждое письмо, каждый конверт – это отдельная деятельность, и на нее нужно выделить время, нужно какую-то сгенерировать идею, нужно придумать, что ты напишешь, что ты добавишь на открытку или какие подарки вложишь в конверт. Ну и, конечно, у меня много времени уходит на само написание, потому что я пишу очень медленно, чтобы было более ровно и красиво, и на это тратится много времени. И, конечно, к этому тоже нужно подходить с вдохновением. Наверное, это все основные моменты, о которых я хотела поговорить. Если о чем-то я не сказала, у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. И призываю всех еще раз, снимайте видео, начинайте вести свои каналы. Это очень круто, весело. И если вы никогда этим не занимались, ни съемкой, ни монтажом, это новая деятельность, это новые навыки, это круто. А теперь давайте я отвечу на вопросы, которые вы мне задавали заранее. Итак, что ты изучала в школе? Искусство? Нет, нет. У меня была совершенно обычная школа, и вообще вся моя учебная деятельность и профессиональная никак не были связаны с искусством. После школы я училась в колледже по специальности бухгалтерский учет, потом в университете по специальности финансы и кредит, потом снова в университете по специальности управления персоналом. Я работала 11 лет бухгалтером, 5 лет специалистом по кадрам. Здесь не было вообще никакого искусства. И только последние 4 года я занимаюсь ретушью фотографий перманентного макияжа для мастеров в фотошопе, ну и графическим дизайном тоже в фотошопе. Вот, наконец-то, я дошла до чего-то более-менее творческого. Вообще, мне кажется, я всю жизнь с детства творческий человек, и на эту тему есть вопрос. Есть ли у тебя другие творческие хобби, кроме посткроссинга? Мне пришлось сделать себе пометки, о чем мне надо рассказать, потому что да, есть. Я вообще пробовала многие вещи, и мне очень нравится что-то делать руками, рукодельничать. Я варила мыло. В упрощенном варианте можно купить мыльную основу, добавить туда ароматизаторы, краски, а в усложненном варианте, более интересном, смешиваются различные растительные масла, также добавляются ароматизаторы, цвет. И это очень интересное такое релаксирующее занятие, когда в форму наливаешь вот эти вот смеси, комбинируешь их по цветам, и потом этот батч, как хлебная буханка, разрезается на маленькие кусочки уже на мыльца, и они остаются дозревать месяц-полтора. Очень классное занятие. Я думаю, может быть, я к этому бы даже вернулась, пока оно в прошлом. Также я делала открытки ручной работы, более объемные, чем мы сейчас с вами, посткроссеры, занимаемся, с цветочками, ленточками, в общем, не с бумажными материалами, ну, в том числе и не с бумажными материалами. Тоже мне это очень нравилось, но к этому я не вернусь, мне хватает вот-вот открыток по посткроссингу. Вообще с детства, с 6 лет я занималась танцами, хотя мечтала играть на пианино, но пианино у меня появилось, вот оно, в 35 лет, и я даже пыталась сочинять музыку, и даже сочинила одну мелодию и использовала в своем видео.
оставлю ссылку, если интересно. Не профессионально, но очень интересно, и я освоила новый навык, в том числе использование компьютерной программы Audacity. Туда я выводила звук, когда записывала на пианино, то есть это тоже было новое для меня, интересное и творческое. Еще мне очень нравится плести ловцов снов. Это так релаксирует и расслабляет, и я вообще люблю ловцов снов, и у меня вот здесь вот татуировка с ловцом снов, и я их и раньше плела, и сейчас время от времени плету в качестве подарков кому-то. Еще мне очень нравилось наращивать самой себе ногти, делать какие-то дизайны на них, но с этим уже покончено, потому что у меня началась аллергия на все эти материалы, хотя я очень скучаю, поэтому, использую просто сейчас обычный лак и все. Еще одно из любимых моих занятий ручками – это плетение кос. Я для себя и не только для себя наплела много комплектов кос, и мне очень нравится их вплетать, ходить с косами, но сейчас у меня пока перерыв. Во-первых, это дешево, когда ты покупаешь материал и сам плетешь косы. А когда еще сам себя вплетаешь, это еще дешевле. То есть, получается, ты тратишь только деньги на покупку вот этих вот искусственных волос, а все остальное ты делаешь сам. Ну да, это трудоемко, это занимает время, но я в этом нахожу расслабление. И очень интересно не просто плести косы, а сочетать разные стили этих кос и разные цвета. В общем, тоже это творчество. Я помню, в детстве я немного вышивала гладью, я рисовала с бабушкой картины по клеточкам. Сейчас я не рисую, я время от времени, раз в 10 лет могу попробовать нарисовать какой-то рисунок, и то не нарисовать из головы, сфантазировать, а глядя на референс, например, просто его перерисовывать. Иногда так хочется поделать. Может быть, я не все вспомнила, чем я занималась, но в чем я уверена, что это далеко не конец, и я себе чего-нибудь еще понапридумываю, чем позаниматься в будущем, что-то новое для себя открыть. Это же всегда интересно. А следующий вопрос. Почему ты решила заняться посткроссингом? А просто потому, что я его нашла случайно, почитала, что это, и у меня не было ни капли сомнения, что это для меня, потому что, опять же, это что-то новое было на тот момент, и это же общение, это новые открытия, и тем более в те времена, в 2021 году, это были очень тяжелые времена в Беларуси для меня, и посткроссинг меня очень так спасал и поддерживал, то есть сомнений не было, я в посткроссинге. Следующий вопрос. Тут много вопросов от одного человека, будем по порядку. Что тебе нравится именно в работе с открытками? Ой, а мне нравится все в работе с открытками. Мне вообще нравится их просто держать в руках, потому что они какие-то милые. Я люблю милые вещички держать в руках. И они все такие разные. И именно в работе с открытками мне нравится все. Мне нравится их декорировать, мне нравится на них писать, мне нравится клеить марки на них почтовые. Мне все нравится. Я не могу выделить чего-то особенного, потому что от каждого маленького процесса я балдею. Какими дизайнами ты гордишься больше всего и почему? Сложно сказать. Мне не всегда нравится, что я делаю. Чаще нравится, но бывает, что не нравится. И честно, я попробую. Вот сейчас я пока монтирую это видео, я еще даже не смотрела. Но я попробую вам здесь вот в каком углу я нахожусь, повставлять вам дизайны, которые, наверное, я люблю больше всего. Не то чтобы я горжусь ими, а просто мне, наверное, они нравятся больше, чем остальное, все то, что я делала. Ты коллекционируешь открытки? Если да, то какие тебе нравятся? Я не коллекционирую открытки. Я коллекционирую эмоции и впечатления. Для меня нет такого собрать коллекцию котиков, замков, драконов. Я не разделяю по коллекциям, я храню по людям, если это друзья по переписке, по странам, если это официальный посткроссинг. Для меня важны эмоции, которые я испытываю в момент получения открытки. Да, у меня на сайте указаны некоторые темы,
которые я хотела бы получить, но я их и меняю периодически, и это не для коллекций, а именно чтобы испытать позитивную эмоцию, когда я получаю открытку, например, с поездом или с собакой. Какой самый удивительный отклик ты получила на одну из отправленных открыток? Мне приходит много очень классных откликов. Мне так приятно, когда люди пишут, что им понравилась моя открытка. И я помню один посткроссер, его звали Нико. Он очень впечатлился моей открыткой. Там было изображение кофе, чашечек кофейных. И я как-то так красиво украсила с золотыми лентами. И он был так рад, и он написал, что он поставит эту открытку в свой кофейный уголок на его кухне. Ой, это было так приятно, так здорово. Наверное, самое такое запоминающееся. Вообще, посткроссеры очень добрые люди. И чаще всего они пишут очень много теплых слов. Это очень классно. Следующий вопрос. Как ты хранишь все полученные открытки? Я об этом показывала и рассказывала в своем видео «Входящей почты за ноябрь», но еще раз расскажу. Открытки по официальному посткроссингу я храню по странам, в обычной картонной коробке, которая уже требует изменений. Надо что-то более красивое под эти открытки. И открытки и конверты от друзей по переписке я храню в отдельном контейнере, который уже тоже нужно заменить, потому что не лезет. Я не хочу хранить открытки в альбомах, у открыток разные размеры, ну и для меня это более такой удобный вариант. Коробки, контейнеры и вкладыши между ними. И последний вопрос. Как ты научилась так красиво писать? Я не училась красиво писать. Нет. Я всем отвечаю, кто задает мне такой вопрос в комментариях. Не пишите, рисуйте. Рисуйте каждую букву очень медленно. На самом деле я же не беру эти шрифты из головы. В основном это компьютерные шрифты, которые мне понравились, я на них посмотрела, и я просто их стараюсь повторять. Просто чтобы потренироваться, мне достаточно одной бумажки или одного листика в блокноте, и вот мой супер древний блокнот. И пока я шрифт этот не запомнила, если мне нужно написать имя человека или сам текст, я могу его напечатать на компьютере тем же вот этим шрифтом, который мне нужен, и, глядя на компьютер, просто это писать в открытку или в письмо. И для тех, кто хочет научиться более аккуратно и красиво писать, пожалуйста, совет. Берите, печатайте понравившийся шрифт на компьютере, придавайте ему очень легкий серенький оттенок, печатайте и пробуйте по нему поверху писать. Когда вы запомните, как пишутся буквы, вам не нужно будет уже даже ничего нигде печатать. Те шрифты, которые я использую часто, я уже помню, как они пишутся. Мне уже не надо подсматривать. Если только я нахожу что-то новое, ну да, надо какое-то время просто, чтобы их запомнить. А еще немаловажное значение имеют мои линеечки. Конечно, для ровного письма нужно разлинеять. Поэтому в моих дизайнах линеечки – это важно. За исключением, наверное, одного шрифта, где можно и так написать. Это были все ответы на вопросы. Сейчас я вам кое-что покажу. Я очень давно хотела, и, наконец, я заказала лист почтовых марок с моим логотипом канала. И раньше я заказывала индивидуальную печать с Бартюшей, с Бартом, с моим померанским шпицем. И в этом году я заказывала почтовые марки с фотографией меня и моего мужа свадебной. И это было к 7-й годовщине свадьбы, мы были в романтическом путешествии, и я отправляла открытки друзьям с этой почтовой маркой. И вот, наконец, у меня появились вот эти почтовые марки, их всего 9, всего один лист. Индивидуальная печать стоит дороже, по номиналу эта марка соответствует отправке открытки или письма конверта до 50 грамм внутри Польши. Но я могу их использовать также и для международных отправок, просто добавить еще туда почтовых марок. Но вот, моя радость приехала, и я хочу вам предложить, если кто-то хочет получить от меня открытку с использованием вот этой почтовой марки, у меня есть для вас 3 почтовые марки, которые я готова выделить. Я все-таки оставлю еще немножко себе для использования. 3 человека, которые в своем комментарии укажут что-то типа
хочу открытку с твоей новой почтовой маркой, ну, вы можете писать любой комментарий, просто добавьте этот текст, что вы хотели бы получить открытку. Не обижайтесь, если кто-то не успеет. Извините, у меня их всего 9. Поэтому первые 3 комментатора, которые укажут, что хотят открытку с этой почтовой маркой, получат от меня открытку. Я думаю, это все для этого видео. Я вам рассказала о своем канале, я ответила на ваши вопросы, я поделилась с вами моей маленькой радостью почтовыми марками. Пожалуйста, в комментарии, если я что-то упустила, вы хотите еще узнать, пожалуйста, в комментарии те, кто хочет получить открытку с этой почтовой маркой, или просто напишите, что вам понравилось это видео, и даже если вам не понравилось это видео, все равно напишите. Давайте дружить. Пока!